Современная медицина об этом молчит. Многие этого не признают, а врачи об этом не знают. Друзья, сегодня хочу с вами поделиться очень интересной методикой. Называется соджоп-терапия. Все точечки находятся на вашей ладони. С помощью этой методики, работая всего лишь 5 минут в день, вы сможете оставаться здоровыми без таблеток и врачей. Итак, друзья, сегодня я хотел бы вам показать те самые меридианы. Наверное, вы об этом слышали, но не знаете. И сейчас я вам покажу, потому что каждый меридиан, который проходит на нашем пальчике, отвечает за определенный внутренний орган. И воздействуя на этот меридиан, вы сможете влиять на свой внутренний орган, тот, который вас беспокоит, если у вас есть там какое-то заболевание, а если нету и хорошо, вы можете держать в тонусе, и чтобы в дальнейшем оно не развивалось. Итак, друзья, хочу начать с первого. Меридиан легких. Он находится на указательном пальчике, он проходит вот здесь, друзья, смотрите внимательно. Он проходит вот здесь, и духовная точка самого меридиана, она находится вот здесь на складочке. Меридиан А. А буква обозначает легкие, это по кругу осин, вот здесь. Как можно воздействовать на эту точку, друзья? Можно зажать каким-нибудь тупым предметом тонким и подержать 30 секунд до полторы минутки. Если у вас, к примеру, там кашель. Еще легкие отвечают за иммунитет, друзья. Очень хорошая точка для тех, у кого есть проблемы с иммунитетом или кто-то часто болеет. Воздействовать на нее, вот просто зажимать, держать. Либо же вы можете просто-напросто себе проговаривать, то есть в голове держим, что это наш меридиан легких, просто-напросто разминаем его вверх-вниз, вот такими вот массажными движениями. Находится он ближе сюда к большому пальцу. Друзья, следующее, то, что хочу вам показать, это меридиан центральной нервной системы. Он проходит посередине пальчика, здесь вот находится. Он отвечает за нашу центральную нервную систему. Здесь проходят духовные точки меридианов, которые отвечают за все наши энергии. То, что в каждом меридиане есть, содержится каждая энергия, это я расскажу вам чуть-чуть позже. А так, сейчас мы говорим за духовные точки. Вот здесь находится центральная нервная система. То есть, если у вас есть проблемы с нервами, вы себя плохо чувствуете эмоционально, много ругаетесь, либо у вас подавленное состояние, вы можете работать с этой точечкой. Либо же, если вам нужна физическая активность, то есть, извиняюсь, мозговая активность, ну, в принципе, даже и физическая, так как центральная нервная система отвечает за наше тоже физическое состояние. Вы можете воздействовать на эту точку. Таким же образом зажали, подержали, и вы получили эффект. Если вот вы находитесь в каком-то эмоциональном состоянии, в неуравновешенном, попробуйте воспользоваться этой точкой, и вы реально заметите, как вам становится легче. Друзья, и следующая точка – сердце. Очень важная точка, так как многие люди, я знаю, страдают сердцем, сердечной мышцей, то есть есть проблемы с сердцем, вы можете воздействовать на эту точечку также. Она отвечает, в принципе, за сердечно-сосудистую систему, за сосуды также она отвечает, вы можете на нее воздействовать, у кого есть давление, попробовать с ней поработать. Также вот она очень неплохо работает с этим. Также она отвечает за счастье, друзья, в эмоциональном состоянии. Если вам не хватает счастья в жизни, то есть она будет восполнять ваш энергетический баланс в этом моменте, друзья. Так можно не тоже воздействовать таким вот движением. Зажали от 30 секунд до полторы минутки, подержали. Друзья, как можно воздействовать еще? Неспроста я взял с собой зеленый маркер, так как зеленый маркер в соджоп-терапии это цвет нормализации и гармонизации, друзья. Мы берем этот маркер и ставим просто-напросто обычные точки. Если у вас нет времени работать с меридианами точечно, вы можете просто-напросто взять и поставить точки. Проговариваем, на какой меридиан мы ставим, к примеру, меридиан легких, нормализация меридиана легких, там, к примеру, нормализация работы легких, либо нормализация иммунитета, либо нормализация центральной нервной системы, либо нормализация сердца, работа сердца. Вот так вот мы ставим, видите, вот такая постановочка. Это я взял сейчас указательный пальчик, друзья. Следующий наш пальчик средний, и здесь проходят также меридианы. Меридиан D, он здесь находится, он отвечает за поджелудочную и селезенку, друзья. Вот здесь. Вот так вот. Это меридиан поджелудочной и селезенки. Вы также на него можете воздействовать, придавив его, либо же поставив маркером. Следующий меридиан
печени. Кстати, этот меридиан отвечает за тревогу, напоминаю. Меридиан печени посередине вот здесь. Меридиан печени отвечает, естественно, за нашу работу печени, а также отвечает за работу мышц, друзья. Поэтому также мы можем ответить вот так. Это, напоминаю, единственный орган, который умеет самовосстанавливаться. И очень хорошо, в принципе, его ставить каждый день, так как ваша печень будет защищена. И если у вас есть крепатура, либо мышечные боли, вы также можете воздействовать на этот меридиан. И следующий меридиан у нас это меридиан почек. Вот здесь он находится, друзья. Также вы можете его поставить зеленым маркером, либо придавить 30 секунд, 1,5 минуты подержать. Друзья, и обязательно не путайте это с системой насекомого. Система насекомого, я про нее уже рассказывал. То есть просто многие начнут, вот вы показывали там в другом месте. Нет, друзья, я показываю сейчас вам меридиан, систему меридианов. Я не показываю сейчас проекцию. Это две разные системы. Поэтому имейте в виду. Систему насекомого я покажу вам в конце на одном из пальчиков, так как она полностью на каждом пальце идентична. Она копируется на каждом пальце одинаковая. Поэтому я вам покажу в конце ее обязательно. Итак, друзья, переворачиваем ручку. И здесь у нас находится то же самое. Меридиан, первым начнем отсюда. Меридиан J. Это меридиан мочевого пузыря. Видите, он смежный с почками. Также это энергия холода, отвечает за страх. Кстати, почки тоже отвечают за страх. Знаете, как в народе говорят, от страха описался. Это же неспроста так говорят, потому что эти меридианы отвечают за страх. Даже у кого же проблемы с мочевым есть, там, с мочеиспусканием и так далее, вы можете работать, ставив зеленым маркером, друзья. Зеленый цвет, цвет нормализации, гармонизации, напоминаю. Также посередине здесь меридиан желчного пузыря, за него также я рассказывал. Он отвечает за суставы и связки. Друзья, видите, смежный с L меридианом, с печенью. Печень, мышцы, желчный у нас суставы и связки. Обратите внимание, у кого есть проблемы с желчным, у них чаще всего суставы и связки. Либо у кого нету, друзья, вы также можете с ним работать. Да, эффект будет, возможно, не такой длительный и быстрый, но все равно будет. Просто регулярно нужно с ним работать. Следующий, друзья, меридиан С. Это наш желудочек, отвечающий за тревогу, друзья, энергия влаги и также осознанность наша. Поэтому, друзья, ставим сюда также, можем поставить зеленым маркером, либо подержать 30 секунд до 1,5 минутки. Следующий наш меридиан, здесь получается F меридиан, вот здесь английская буковка F. Это тонкий кишечник, друзья. Он отвечает за радость. И также можете поработать с тонким кишечником. Да-да, просто поставив эти точки, они будут работать, напоминаю. Просто многие задают эти вопросы. И также следующий меридиан у нас получается G с точкой. То есть это, друзья, уже меридиан спинного мозга и спины. То есть если у вас болит спина, либо вам нужно поработать там с центральной нервной системой спинного мозга, вы можете ставить этот меридиан. Он будет реально отвечать за всю вашу спинку и за периферийную нервную систему. Следующий меридиан, друзья, это у нас B. Это меридиан толстого кишечника. Он отвечает за печаль, так как и легкие, также отвечает за иммунитет и за качество кожи. То есть вы можете применять его вот при таких вот симптомах, друзья. Если вам интересно больше знать об этой терапии, подписывайтесь на мои социальные сети, они есть в описании под этим роликом, либо на мой телеграм-канал, друзья. Итак, я хочу вам еще показать сейчас проекцию насекомого, напомнить вам ее, что где находится, потому что это мы меридианы работали, они в основном с меридианами работают на среднем и указательном пальце, друзья. Они то же самое находятся и здесь: G, K, C, F, G, B, A, I, E, D, L, H. Вот и все. На второй правой руке они также. Если, напоминаю, вы женщина, вы работаете с правой рукой, начинаете. Если вы мужчина, вы работаете с левой. Можно потом чередовать. Опять же, на эти точечки вы можете воздействовать с семенами растений, друзья. Если у вас, к примеру, у вас есть время, есть пластырь, есть семена, главное живые, не жареные, не пареные растения, семечки. Можно семена гречки взять, прикрепить к каждой точечке или та, которая вас беспокоит, обмотать пластырем и походить с ней примерно полчаса, а то и час. Больше не нужно. Итак, друзья, проекция насекомого показываю на безымянном пальце. Запоминаю, что она как бы отображается на каждом из пальчиков. То есть на мизинце будет такая же, на безымянном, на среднем и на указательном. Ну, большой пальчик тут не совсем удобно, так как он всего лишь он короткий и не будет на нем очень удобно работать. Итак, показываю, друзья. Здесь у нас глаза, проекция глаз, здесь нос,
здесь рот. Видите? Такой вот человечек. Здесь ушки по бокам у нас. Здесь голова, мозг. Если вам там нужен тимус и так далее, вы приблизительно вот находите. Это ваша голова. Вот все идентично нашей голове, поэтому вы можете поработать. Здесь затылочная область в плане ногтя, если болит голова, можно подавить. Так, едем дальше. Здесь у нас щитовидка получается. Тут также трахея проходит. И наши легкие, друзья. Это получается наша проекция правого легкого, это левого. Здесь у нас получается желудок, поджелудочная селезенка, печень, желчный. Ой, извиняюсь, друзья, это я уже полез не туда, извините, пожалуйста. Я заговорился, задумался о своем. Мы это сейчас все стираем. Видите, как поспешил я. Смотрите, здесь у нас легкие, это получается правое легкое, это левое легкое, это сердце. Здесь все то, что у нас, это грудной отдел. Здесь уже у нас получается желудок, поджелудочная селезенка. И, соответственно, здесь у нас печень, желчный, мочевой пузырь. Вот так вот. Здесь матка, кому нужно. Это вот проекция насекомого. Ручки и ножки у нас находятся здесь. Вот получается суставы коленные, здесь локтевые. Друзья, точнее, извиняюсь, локтевые и коленные, они в одной точке находятся. Просто на проекции насекомого не совсем удобно будет работать с суставами и связками. Здесь удобно поработать с внутренними органами и дополнительно поставить те точки, которые вас беспокоят или вам необходимы. Друзья, делюсь с вами знаниями совершенно бесплатно. Пользуйтесь, пожалуйста. Я буду только рад, поэтому обязательно поддержите мой канал лайком, комментарием, мне будет очень-очень приятно. Еще раз показываю эту схему. То есть этого в интернете нигде не показывают, с этим никто не делится. Это Суджук терапия, вы на канале Жигу Студио. Всем спасибо за просмотр, всем пока и хорошего настроения.